Что-то, кажется, уже пошло дело, пошла вода в хату. Или не пошла. Пока еще не ясно. Ну-ка, вот мы сейчас глянем вот здесь. Вот здесь мы глянем. Угу. Ничего сохранять не будем. Так, может быть, уже и трансляция идет. Тогда на всякий случай всем здравствуйте, здравствуйте, всем привет, привет, привет. Всем привет от деда из подземелья. Так, лайв. Стриминг софтвер. Так. У нас сегодня 3 мая. Лайв идет. Видео и лайв. Все идет трансляция. Вон как можно ее запускать. Оказывается, из OBS Studio прекрасно запускается. Один человек уже смотрит. Кто это? Это, наверное, я. Так, проверяем. Да, 1 минута, мы в эфире. Все прекрасно. Все. Я вам хочу сообщить в первых строках своего письма, что вчера я был очень сильно удивлен и обрадован, и просто растроган. Но, ребята, я вот сейчас держусь, крепко держусь, чтобы не переполниться чувствами, потому что случилась такая, прямо такие комбинация. Я объявил, был на стриме у нашего прекрасного 11. Вы здесь, Игнис Гал. Вот это сюрприз. Вот это сюрприз. В общем, я пошел вчера покупать паяльник. Я сейчас рукой не могу дотянуться. Сейчас я дотянусь до него. Пошел за паяльником. Конечно, я успел, я его купил. Вот он. Секундочку. Какой был сюрпризович. Был сюрпризович. Я просто, честно говорю, в шоке. Короче говоря, 10 минут мне ходьбы до магазина. Вот я иду 5 на полпути к магазину. У меня зажурчал телефон. Так, серьезно зажурчал. Вот. Ну, я полез смотреть, что там. Я увидел, что пришел. Короче, 1000 рублей пришел на вот этот номер карточки. Больше нигде его не светил. И обозначено как Игнат Г. У меня ни сном, ни духом нет Игната. От Игната пришел донат. Это так рифмуется. Это настолько, это вот просто как капец. Просто как я поражен, я восхищен и я растроган. Вот я вот, поверьте, я поплакал заранее, чтобы вот держаться себя в руках. Это просто капец. И вот тот самый момент, вот я пошел покупаю 900 рублей. Вот этот наборчик, это хороший набор. Вот он как бы денег своих стоит, потому что тут вот и канифолия, так, простецкий плюс, да, для таких простых задач. Вот, собственно, я такую задачу и решал. Но благодаря этому наборчику я вот сегодня с гарнитурой, у которой вот такой звук. Я думаю, что вы чувствуете разницу. Ну, разница не сказать, чтобы прям ахти какая сильная. Все равно шума очень много. Это нужно нормальную, отдельную, дискретную какую-то звуковуху USB-шную. Вот тогда будет нормальный звук без огромного количества мусорного шума. Ну, пока вот так. Я начинающий ютубер. Поэтому все это придет. Я болен дурной болезнью. Аркадий Николаевич заразил меня этой дурной болезнью. Я до сих пор еще не спал. Да, звучит лучше. Должно быть лучше. Конечно, должно быть лучше, потому что вот источник, как говорится, и приемник. Ну, я могу даже вот так сделать. Алло. Тук-тук. Кто там? Значит, вчера была такая сессия
тренировки шафл со слабой долей. Вот сегодня мы продолжаем делать то же самое для тех, кто в танке и кто не в танке, кто понял или кто не понял. Вот это все-таки гитарный немножко стрим. Вот. И, конечно, все, что написано в описании, это все имеет место, все актуально. Отвечаю за каждое слово, за каждую букву. Так, еще раз вот так вот. Плохо ориентируюсь пока еще. Studio Mode. Как-то более привычно. Вас лучше видеть вот здесь. Вот здесь. Я читаю прям комментарий. Звучит лучше. Прекрасно. Проверим еще вот как. И включил я метрономчик. И вот я буду разговаривать и тренировать шафл под метроном. Со слабой долей. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел и снова зашел. Этими разворотами можно как бы фантазировать, но стараться все-таки не перебарщивать, а стремиться именно к монотонности и роботичности, попаданию в ритмическую сетку прям идеально. Это база, основа. У вас есть канал? Ну, я потом посмотрю, конечно, я сейчас...
пошли, слезли. Вот. Еще надо как бы вот тренировать такой момент, переход от медиатора на пальцы. Вот. И наоборот. Меняется характер тембра. Я лично люблю тоже пальцами, даже больше, чем медиатором. Не играю. Это точнее, ой, вы меня рассмешили. Просто рассмешили. Много лет не играю. Много десятков лет. Вот. На старости лет взял инструмент в руки и привыкаю к собственным пальцам. Вот. В буквальном смысле этого слова. Вот с октября по март вот эти два пальца, последние, мизинец и безымянный, ну просто вот они, ну это стандартная история, как бы это вот онемение, труба просто, это шок и кошмар, тихий ужас был. Вот, пальцы работают, я не мог пальцем почесать в ухе, извините за такие подробности, не мог поковыряться в носу, но он просто не работал. И вот все началось, это вот вам легонечку, потихонечку, вот, и червячок, вот, так что пусть они говорят, эти ребята, знающие, умеющие много, молодые, задорные, да, что червяк не нужен, кому, как говорится, червяк, а кому моряк. Червячок прекрасный. О, координация движений восстанавливается, микромоторика и синхронизация работы правой и левой руки. Это все также благотворно влияет. Ну, в общем, на все влияет. Вот, сбился наконец-то, да? Мнет эспандер, кто-то крутит четки догоняет в руках, четки. Вот опять-таки, да. Кто-то вот такие разные кругленькие штучки с пупырышками. А вот мне больше по душе аппаратик, акустическая гитарочка. Вот. Я сплю с гитарой, так что это фишка деда из подземелья. Кто еще может похвастаться подобным достижением? Вот кто признается в том, что он спит с гитарой? Вот.
Вот. Я такого еще не встречал. Вот. Мне так кажется, что это уникальное торговое предложение. Дед из подземелья продает оригинальную идею. За донат. Донаты на еду. Это абсолютная правда. Вот что дает червячок. Червячок дает определенную базу, когда уже руки начинают слушаться друг дружки, синхронизируются. Вот. И это как крутить педали на велосипеде, не глядя на них. Если смотреть все время на педали, ну ты уедешь в кусты, в канаву, в кювет, наедешь на камень, на бордюр, в конце концов собьешь какого-нибудь пешехода в лучшем случае. Поэтому смотреть нужно на дорогу, на велосипеде, да, то же самое с автомобилем. Когда вы рулите, вы смотрите, куда смотрите, туда едет и машина. Именно так. Куда направлен взгляд, туда и движется автомобиль. То же самое с игрой на инструменте. Есть как бы подводная часть айсберга, которая должна происходить как бы сама собой. При этом она вся должна быть осмыслена и подчинена общей идее. Вот, ни одного случайного какого-то экивока. Если и происходит импровизация, то она также, эта импровизация идет в определенном алгоритме, в определенном ключе, в определенном ну там, я не хочу сейчас грузить музыкальной терминологией. Не хочу, просто не хочу. Вы же не музыкант. Вы каким-то образом связаны с медициной, да? Это, конечно, это что-то новое, какие-то новые горизонты. Вот так вот сидишь, бренчишь и разговариваешь с живыми людьми. Я вообще кайфую. Я вот столько много нового вот, открываю. Аркадий Николаевич. Он очень долго меня заманывал, скажем так, заводил в это русло годами, без преувеличения. Самый первый опыт борьбы против потных рук случился в конце 18-го. Ну, я могу вас заразить, конечно, потому что, понимаете, в чем дело? Дело в том, что может так статься, что вам понравится какое-то свое настроение выражать через инструмент. Если вы человек такой, склонный к какому-то художественному творчеству, поэтому это опасная штука. Начнется потом. Я могу себе позволить, потому что я дорогой ценой заслужил это право на свободу выбора. Вот. Если бы я, допустим, продолжал быть женатым, какая может быть гитара или о чем ты говоришь? Какие там эфиры? Какой там дед из подземелья? Быстро встал, побежал на работу. Чуть свет на работу. Не, на
самом деле, конечно, работа — это хорошая история, хорошая тема. Прям отличная, когда она есть. А когда ее нет, работа не волк, в лес не уйдет. Не нужно зацикливаться. Работа от слова «раб». Это не просто так. Эти 3 буквы не просто так. Рабыня Изаура. Работаете, солнце еще высоко. Наступает какой-то в жизни человека момент, когда он должен понять, что, собственно, что в этой жизни ему интересно, что ценно. Ну вот что может быть ценного и интересного в том, чтобы проснулся и побежал? Прибежал. Усталый, вонючий, потный, злой, голодный. Да все это пройденные этапы, это ужас. Это, ну все, вот есть трос хороший, да, допустим, вот у меня прекрасный белорусский трос стальной. Раз и повесился, как бы сразу, без оттяжек. Это как бы шутки от деда из подземелья. Не поймите, это превратно, тем более прямой эфир. Я не знаю, насколько искусственный интеллект продвинут, чтобы вылавливать такие тенденции парадоксальные, не дай бог. Нет, это просто дед из подземелья шутит на грани фола. Иногда даже немножко как бы заступает, заступ, знаете, как заступ, прыжок в длину с заступом, не зачет, фальстарт. Вот, короче говоря, дед из подземелья учит нетрадиционным подходам к трудовой деятельности. На самом деле я всю свою жизнь работал в сфере IT. Я программировал, кодировал, логировал, анализировал, что-то компоновал, куда-то, чего-то. Так, что вы там пишете? Вы их не замечаете, своих талантов. Есть у вас таланты, безусловно. Раз вы залипли на деда из подземелья, уже у вас есть таланты. Это я вам прям нескромно так выдаю, знаете что, выдаю характеристику. Вот, видите, вы как прям внимательно даже шутку отследили. Ну, конечно, это шутка-минутка, а ржешь полчаса. Ой, вот видите, и сбиваешься, потому что начинается, вот оно все проявляется. А на самом деле, я вам скажу, это жуткое дело, я уже до боли в спине вчера досиделся, потому что у меня сейчас, я на диване сижу буквально, у меня сейчас такая конфигурация, как бы кресло у меня есть, на колесиках, со спинкой, но это же надо все вот так размещать, перекомпоновывать. Комнатенка метров 20 здесь вот. 18, может быть. Ну да, 18. И тут все стоит плотненько. И это называется конфигурация ad-hoc. Здесь и сейчас. И для того, чтобы совершать вот такие настоящие взрослые многочасовые бдения, стримы, серьезные углубления в тему, а это сейчас очень востребовано на Ютубе, необходимо обеспечить рабочее место полноценное. Да, ну это вот полная аналогия, как в автомобиле. Кресло полноценное, с сиденьем, которое называется, которое сел и поехал. Допустим, я в своем автомобиле никогда не засиживался.
не просто никогда. Вот сколько сидел, сколько рулил, сколько спал. Ой, уже спина выключается. Прошу прощения. Сколько жил в машине, никогда у меня ничего не болело. Вот это вот идеальный вариант. У меня от этой машины осталось кресло пассажира. Я хочу его сделать на подставку, на ножки, как это делают люди. Лайфхак такой существует. Это будет очень здорово. Я так думаю. В плане того, чтобы можно было не отвлекаться на вот эти моменты неудобства. Я прочитал все, что вы написали. Червячок сегодня ползает. Ох и червячок. Ох и червячок. А что за идея? За счет кресла, насчет кресла. Да, это я не сам придумал, конечно. Ну, я думал, что сам придумал. Оказалось, люди уже так делают давным-давно. Потому что это не от хорошей жизни. Купить настоящее эргономичное кресло — это большая проблема. Вот то, что ширпотреб такой вот в ходу рекламируется, это далеко, просто далеко от того, скажем так, базового уровня комфорта, который дает полноценное сидение. Еще я не ел ничего, только это вам себе какао развел. Мне такой разгрузочный сегодня получается. И не спал, потому что так сильно возбудился, когда запаивал штырек. Вот. Вроде бы там делов-то, там 5 проводочков подсоединить. Но оказалось, там я на эту тему решил сделать отдельное видео. Вот. Казалось бы, ну что, я этих штырьков не паял? Да. Оказывается. Есть 2 стандарта. Вот. И где земля и микрофон поменены местами. Если ты этого не знаешь, вот, и лепишь чисто по привычке, короче говоря, испытал невиданное падение. Вот. Думал, что телефон свой я сломал, что он теперь звук выводить не будет. Думаю, да, хорошо, я попаялся, микрофончик сделал.
такое. Это все надо культурненько оформить в виде такого скетча, стендапа. Потому что я ж не один такой. Вот. Тот, кто не знает об этом, что есть два стандарта на 5-контактный штырек от гарнитуры, они выглядят одинаково внешне. Да там не просто азарт, там, ну вот представьте себе, что вот вы ложку как бы подносите к рту, а она почему-то попадает в ухо. Это такая как бы аналогия. Вы когда-нибудь что-нибудь припаивали, какие-то контакты? Вот так он выглядит. Вот сейчас покажу. Я специально его здесь приготовил. Вот так он выглядит. Это левый канал, это правый канал, это земля, ground, общий провод, а это микрофон. Вот так вот это сейчас в текущем, для андроида, вот в текущем, который сейчас стоит как распаяно, как оно есть, называется, ой, я сейчас аббревиатуру не вспомню. А другой вариант, вот именно вот это же, именно оно, только распаяно сначала земля, а потом, нет, сначала микрофон, а потом земля. Ну, так, как бы я так и знал, вот что вот так вот оно. Сначала микрофоны, каналы, вот микрофон, а потом земля. Все наоборот. И если это перепутать, то и не знать о том, что оно наоборот, то, во-первых, будет не просто монозвук, будет черти что. Будет вот такая каша там. И естественно, микрофон не работает, и ты вообще не понимаешь, что происходит. То ли у тебя уже это все дело навернулось, вот сломался микрофон и все остальное, то ли это у тебя проблема в аппарате. Профессор Лопуха, аппаратура при нем. Вот. Но ты же переключаешь компьютер, и там то же самое. От этого, когда уже ты, казалось бы, ну вот заблудиться в 3 соснах, как возможно? Вот заблудился. А в конце концов, все вот так вот успокаиваешься, берешь себя в руки, идешь простым и логическим ходом, идешь и спрашиваешь: так, а что же это вообще за безобразие такое? Как же все-таки припаяться к 5-штырьковому, к 5-контактному штырьку гарнитуры? Ага, оказывается, вон оно что. И вот такие есть варианты. Вон оно что. Это CTIA 3,5 мм. Это вот, значит, JBL T510 в этом формате. 5-пиновый TRRS, варинг, диаграмм. Смотришь вот на картинку, на диаграмму, и все понятно. Левый, правый, земля, микрофон и кнопочка. В общем и целом, я на работу, которая в реальности занимает 15 минут, я угробил, часов 7. Вот. С затупами, с нервами, с успокаиванием. Да уж, азарт такой, да. Вот. Еще немножко как бы пришлось паяльник подрегулировать, потому что при заявленной мощности 30 Вт, там не 30, он кипятит гораздо больше. Потому что что происходит? Пережигает флюс перестает работать. И даже сам припой, он начинает испаряться. Припой состоит из олова со свинцом, смесь 60% свинца, 61% и олова, все остальное. И как перегрев, когда происходит, то сами металлы испаряются.
или там свойства любой жидкости, потому что они в жидкой фазе. И флюс не работает. Флюс предназначен для того, чтобы снимать оксидную пленку с поверхности, чтобы происходило смачивание, расплавленное олово со свинцом, чтобы смачивало поверхность металла и прилипало к ней соответственно. За счет этого происходит соединение при помощи пайки. Вот расплавленный металл прилипает к поверхности, застывает и держится за счет вот этих вот молекулярных связей. А если оксидную пленку не снимать, то прилипание не происходит. И вот ее снимают при помощи флюсов. Флюсы бывают разные. Активные, очень агрессивные. Допустим, если паять оловом по алюминию, нужен очень агрессивный флюс. Щелочной там, ядреный такой. Там многокомпонентный. Ну, там 3-4-компонентный. Просто так вот канифолью ты к этому не припаяешься. Алюминий. Нержавеющую сталь тоже тяжело. Легче всего паяется серебро, медь, цинк. Трудно паяется никель. Со студентами. Так вы там, значит, студентам преподаете? А какую дисциплину вы преподаете? По секрету. Можете написать мне по секрету. Так, дорогие друзья, мы в эфире 37 минут. Вот. Я успел уже рассказать, так, в 2 словах, в общих чертах, контурно о том, что выходит следующим номером, выходит душещипательный рассказ минут на 15. Такой скетч о том, как я бился, ну, может быть, даже на 10, бился паяльником. Я вот его настолько активно грел, что он покривился. Ну, потому что на нем оказывается земля, это вот этот вот центральный шпынек, вот это земля. Ни в коем случае не вот это микрофон. А я землю прям сразу, вот базу шлепал туда, где она как бы должна быть. То есть вот, ну, это не признак слабоумия, это признак незнания, неосведомленности, что это другой стандарт. Ну вот они взяли и придумали, а давайте-ка просто поменяем местами проводочки. Микрофон и землю. Какой-то пришел такой вот менеджер своему начальнику, к шефу, и говорит, давайте вот так сделаем. Он говорит, а что это нам даст? Ну, нам это даст, это такой прикол, как бы будут больше, люди будут больше покупать. Почему? Они будут паять, у них будет не получаться, они будут злиться, выбрасывать все это вот со злостью. Я хотел его перекусить уже, кусачками перекусить. Вот до такой степени это ужас. Уже вот эти все пальцы, это ж в руках держишь, вот так поешь, все пальцы уже прожег, вон они, обожженные. Ну, это дело привычки. Пойдет. Вот, пойдет. Уже злость такая. У нас будут больше покупать новых изделий. Как бы на больших числах это имеет значение. На больших объемах производства. Давайте вот возьмем и поменяем. Просто перевернем. Перевернули. Вот теперь 2 стандарта. Ну, такое сплошь и рядом вообще. В этом мире всякой техники. Была резьба правая, давайте сделаем левую.
Здесь скорее как бы курьез такой. Что-то там рвется у меня. Она говорит, такой у тебя битрейт слабый. Что там у меня битрейт слабый? Может быть, разрядился телефон? Ну да, 40%. Он еще что-то ругается. Ругается. Надо на зарядку подсоединить. Прошу простить. Так, цикл психиатрии. Еще прекрасно, прекрасно. Вот это вот вы на деда из подземелья смотрите как на образец, как это, коллекция всех психических отклонений в одном флаконе. Ярко выражено. Вот так. Ну, зато... Зато далеко ходить не надо. Зато под рукой, в легком доступе. Что ж, а что делать? Ну что делать? Кто из нас без греха? Ой, я уже устал сильно, простите меня. Немножко надо как-то передохнуть. Давайте как-то сменим немножко напряженность этого момента. Вот. Короче, в результате-то в оконцовке я победил, я добился того, чего хотел. Вот так это выглядит. За неимением термоусадочной трубочки вот сделал все более-менее аккуратно при помощи нашего любимого прозрачного скотча. Так. Да знаем. Этих мозговедов мы их знаем. Кто первый халат надел, тот и врач. Ну, прекрасно. Тот и Андрей Бельжо. Вот так. Самый лучший, самый мой любимый доктор мозговед. Знаете, такой Андрей Петрович Бельжо. Он на самом деле врач, психиатр, мозговед в самом прямом этого слова смысле. Ну, как бы уже с возрастом на собственном примере становишься поневоле мозговедом, вот, потому что по-любому с любым недугом приходится иметь дело самому, излечивать себя. Прежде всего. Поскольку уже очень дорогое удовольствие обращаться, извините меня, за услугой. Вот. Тем более, что не так-то оно на самом деле мудрено, по большому счету. Халат в сумке. Не знаю, у меня белый халат вызывает только исключительно эротические реакции. Я не боюсь белого халата. Вот. Поэтому есть воспоминания не минувших на эту тему. Я некоторое время просто жил в медицинском учреждении, поселил, имел на это визу от главного врача, пользовался таким расположением и моментом. Это значит, что у нас получается 92-й годы. С 92 по 90, где-то 1,5 года я так прожил. Вот так. Да, я вам говорю, что я без сна сутки уже. Поэтому сейчас мысли депривация сна. Я уже засыпал вот так вот в полусидя. Но думаю, что надо вот как наметил, что стрим должен быть ежедневным. Вот, ежедневный стрим. И в этом есть
О, 7 человек смотрело. Нет, 7 просмотров. Ну да, то есть 7 зашли, вышли. Окей. Регулярно и постепенно. Вот. В этом ключ. Один из моментов к успеху. Там он как бы составной, этот ключ. Но вот желательно, чтобы каждый день хотя бы по полчаса. Вот. Ну, там еще кучка мала всего этого хозяйства. Вот. Я просто заморочился уже, и слава богу, как бы время пришло. С конца 18-го года более или менее как-то вот я пребывал в сомнениях. Вот. Сначала было вообще непонятно формат. Хорошо. Ну, окей, вот я выйду в эфир, да? Да какой там выйду в эфир? Просто видео записать. Вот здравствуйте, пожалуйста. Вот кадр, да? Здравствуйте. И что? Добрый день. Да, вот Сергей Петрович Капица, да, вот сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. Сегодня мы поговорим о термоядерных реакциях, допустим, да. Время стрима поменять, сейчас праздники, люди могут зайти, а через неделю в это время народу будет сложно зайти. Да, господи, мы же не памятник, мы можем все поменять. Это памятник, он стоит, и кто его посадит? Мужик в пиджаке. Мы можем все поменять, пока живы. Пока вообще это все дело работает. Мне, кстати, буквально вчера, вот день такой плотный получился. И донат пришел, и паяльник я купил. Причем, что вот еще раз хочу подчеркнуть, настолько вот оно совпало. Я не знаю, насколько вы человек материалист, насколько вы суеверный человек. То есть это очень глубоко интимная тема. Я прям не требую ответа. Но я лично очень к этому отношусь внимательно и пристально. Такие моменты отмечаю, когда вот происходит такой синхронизм. Вот я принял решение, все, я вчера прохалявил. Вчера так, я устал, точнее, позавчера, получается, я устал, не пойду. Дождь был там, такое дело. И я глянул, я не успеваю, это мне в мыле прибежать, ну такое. А вчера думал, что чувствую, накатывает примерно то же самое. Думаю, нет, нужно все-таки пропедалировать и сбегать, все-таки паяльник взять и именно решить вот этот момент. Потому что я этот микрофон, эту гарнитуру восстанавливаю уже 2 года. 2 года. То есть пользовался вот этими наушниками исключительно как прижимами. Вот, для вкладышей. Вкладыши тоже хорошие, тоже JBL, но это вкладыши. У вкладышей своя специфика. А тут вдобавок еще прям, хороший микрофон. Хороший. И я еще очень сильно заболел, увлекся караоке. Вот. И это не вчера случилось. Это уже 3-й год я болею. Вот. Это прям конкретно такая болезнь. Вот это глубокая увлеченность, это привязанность, это зависимость, это капец. Просто ходячий поющий капец. Ну, я, конечно, шучу. На самом деле, я пою каждый день и радуюсь этому моменту. А был момент, когда я 2 месяца не мог рот открыть. Но это буквально вот было, я вам скажу сейчас, весной. Это 2-й раз я ковидом ковидил. Так это в прошлом году, получается, не в этом году, а в прошлом. Вот, 2-й ковид. А может быть даже и 3-й. Самый тяжелый был 1-й в 20-м. А это, наверное, даже 3-м можно посчитать. Рот открыть просто, еле-еле открыть рот. Просто, чтобы дышать. Вот. Такая была слабость. И дыхательные упражнения. Ну, как вот вы будете делать дыхательные упражнения? Как хобби, конечно, караоке. Конечно, как хобби. Но это хобби, оно перерастает. Вот так, как бы время стрел. Хобби, оно перерастает. Вот
я не знаю сейчас, вот это нечто большее, чем просто хобби. Вот, например, можно же много говорить, да, и ничего не сказать. Я вам сейчас это просто покажу. Вот, просто покажу. А то у нас зарядка не идет, а потому что у нас... Ха-ха! Вот, а вот почему. Хорошо, что вовремя спохватился. Вот я вам показываю, допустим, что там, 4 коммента уже, 4 коммента. Да, вот видно, должно быть видно. 4 коммента. Куда? На что? Да потому что я вот спел с вот этим японцем, я же ему напел дуэт. Потом мне написал мой друг Джимми, мне написал, тут огней мне накидал. Нет, он залайкал мои огни, что я перепостил. То есть это еще не, это не просто караоке, это же еще и все социальные фишки. То есть это сообщество. Вот сейчас это копирайт будет. Надо сделать потише. Стримы обрубают вот, за копирайт. Уже мне обрубали. Я убедился, что это все работает. Вау, Лидукс, вот это фантастик. Джо, Лиду ко мне присоединялась вот на эту вещь. Love Hurts. Вот. Назарет. Короче, это такая многослойная вообще тема. Начиналось все с простого. Вот. Одна знакомая мне говорит, мне бы с тобой хотелось спеть. Ну а как мы с тобой споем? Я, допустим, нахожусь 120 километров от тебя. А ты, говорит, зайди в приложение. Ну, и чё зайду? Ну и вот там увидишь то-то, то-то. Я зашел и увидел. Это вот было в конце 22 года. В ноябре. Вот. Так, окей. Окей. Вот что он репостнул, да? Thanks, bro. Outstanding, very awesome singing performance. Вот он, японец, он говорит на таком языке. И уже их 21 комментарий. Вот. Нет. Я не туда смотрю. Просто не туда смотрю. Надо вот сюда смотреть. Не может быть 21. Слишком это много. 2. Вот, вот это другое дело. 2. Этот еще, он еще и не видит этого, не видит моего джойна, просто не видит. 2 часа прошло, а он не видит. Он мне еще все туда пишет, точнее лайкает мои комментарии по поводу его заготовки. Ну такое. В общем, такая вот веселая лавочка. Маленький этот цирк с конями, где в роли коня ты сам. Вот. Посмотрим вот Кэти, да, вот Кэти мне написала хорошо, Кэти хорошо поет, прямо интересно так поет. Но еще более интересно поет, ага, это вот она Yesterday со мной спела. Еще более интересно поет девочка, вот эта вот японочка. Я выложу это все, все это буду выкладывать, я уже приготовил, скачал, просто чуть-чуть подмонтировать, чуть-чуть это вылезать. Я уже и нормальные программы для монтажа уже на изготовку настропалил. Вот, то есть вот это ужас, летящий на крыльях ночи под названием, я его даже название не хочу вслух произносить, этот Microsoft Clip Champ, это просто, это такое это издевательство просто ходячее. Если вы возьметесь лепить там что-то в плане видеомонтажа, ни в коем случае не связывайтесь с этим. Вот, берите проверенные продукты, проверенные. Вот это то, что оно встроено в Windows 11,
этот клип Чемп, я, ну, вот, проявил душевную простоту, вот доверился, вот понимаете, в этом не стыдно признаться. Ну вот, думаю, ну ладно уж. Ну уж ладно. Новая Windows 11. Новый компьютер. И я такой весь обновленный, да. Ну, буду идти, господи. Ну куда ты на старуху про... Ну это такое, это чудовище, просто чудовище. То есть там совершенно невозможно добиться синхронизации на таймлайне. Невозможно добиться. Вот, оно будет разъезжаться. То есть это кто делал этот интерфейс? Ну, пьяные ежики, или я не знаю, ну просто я не знаю. Такое впечатление, что большой начальник пришел и говорит: вот у меня сынок, ему всего 3 года, а он уже прям рисует интерфейсы, ну просто аж вот так вот. Поэтому давайте вот он этим делом займется. Вот, и прямо вот выпустим вот в том виде, как есть. Да вы что? Неужели? Как это мило? Ну давайте, конечно же, давайте. Ну вот оно так вышло в свет. То есть вот поделка ребенка. Ни больше, ни меньше. Но это чудовищно. Просто чудовищно. То есть вот оно просто не работает. И я промучился, ну, не работает так, как должно, так, как надо. Я промучился с этим 2 недели, чтобы прежде чем понять и задать четкий вопрос, а что это вообще такое? Я сошел с ума или это действительно бред сивой кобылы? Да, это бред сивой кобылы, временами похоже на издевательство и жесткий троллинг. Сносите, избавляйтесь и идите хотя бы... Пользуйтесь бесплатным продуктом DaVinci Resolve, хотя бы бесплатный. Ну, это та еще бесплатность. Вот, тоже замануха. Либо делайте как обычно. Ну, как обычно, я не буду в эфире говорить, как мы делаем обычно. Все знают прекрасно, где мы обычно и что мы обычно берем. Так, вот я бы сейчас экран показал, вот эту красоту. Как экран показать? Вот так, видео кэпча. Вот так вот, да? Нет, не так. А, вот так надо его вверх. Не то. А, вот так вот там. Вот так вот. Раз. Подвинуть эту штуку. Да что ж такое? Не то. Опять не то. Вот. Я вот все это дело осваиваю. Опять не то. Что ж такое? Тут не то. Так. Вот у меня то получается... дисплей кэпча, господи, дисплей кэпча надо вот дисплей наверх приподнять, да, вот он появился дисплей, так, и чё, и кто его видит, кто его видит, кто его понимает, я в шоке, я просто в шоке, ребята, просто в шоке, а что вообще происходит? Где эта картина? Там как бы мелькает, я вижу, но это не то мелькает. И туда, и сюда ходит. Так. Наверх его. Смотри, перемещается. Ага. Вот так вот. Смейтесь надо мной. Мне самому смех. О! И вот я даже вообще не понимаю, что произошло такого, на что я нажал, и что оно вот стало показывать то, что я хотел. Вот так это выглядит, DaVinci. Как бы одной своей картинкой оно ничего не объясняет. Потому что это такая печальная история, она очень специфичная. Короче, видеомонтаж это то еще болото. Тянуть бегемота. Вернемся и переключим на морду лица. Так, как это быстро делается. Видео кэпча. Вот сюда раз. Оп.
Ни в коем случае. Вот так вот. О, получается, картинка в картинке. И она еще и говорит. Я ж хотел показать, как песни поются. И каким образом вообще этот момент происходит. Момент импульса. Вот как вот импульсная продажа в магазине, допустим, покупка в магазине, возле кассы что-нибудь там такое. Какие-нибудь жвачки, какие-нибудь там пузырьки со спиртным, вот такие крошечные малипусечки. Я понял, где кто монтировал видео одно время через Sony Vegas. О, Vegas отличная вещь. Потом нашел шоткат, да, шоткат отличная тоже вещь. Для любителя к несложному монтажу. Шоткат это отличная вещь. Вот. Отличнейшая, 100% у меня был опыт с Вегасом. Это в конце 18-го, на рубеже 19-го года. Вегас, ну, просто как маленький такой этот Adobe Premiere, скажем прямо. Все, я уже все скачал, все уже буду ставить. Так вы, значит, прониклись моими мытарствами. Да, на старуху проруха бывает. А на старика такой прорухон. Он все, не дай бог. Это просто ужас, летящий на крыльях ночи. Вот я до сих пор не сню. Так она привязана к облаку. Вот. Она вообще выполняется в среде браузера Microsoft Edge. То есть это такое веб-приложение на самом деле. Все оно на JavaScript написано. И весь функционал, это еще ладно, то, что функционал, оно тянет себя на сервере на своем хостинге, да, так оно еще хочет все твое медиа, с которым ты работаешь, все видосы, все картинки, все, оно хочет это загрузить на облако, чтобы там проект сохранить. Но это чокнуться можно. Потому что они там по 2, по 3 гигабайта, допустим, у тебя толстая, с битрейтом, с хорошим, допустим, там получасовая с 20-мегабитным, килобитным. Ну, 20-мегабитным получается. 20 тысяч килобит, 20 мегабит. С 20-очкой у тебя полчаса, 60 кадров. Вот, и ты представь, посчитаете, как минимум 2,5 гигабайта его пропихивать через лимитированный мобильный тариф. Ну, во-первых, это время, но это оно вот так. Причем вроде бы как бы начало, да, показывать сначала, а потом вдруг так ломается, что вдруг вот так мертво встает и говорит: что-то я там делаю, вот такой вот. Она говорит, вот там, что же я там делаю? Произвожу синхронизацию. Чего, куда ты синхронизируешь? Больше ничего, никаких, ни колбаса не ползет, ни песочные часы, ничего не крутится, вот просто надписи, все. И то есть делалось все таким человеком, который, ну, уже так давным-давно привык сидеть где-то в среде, когда у него все летает со скоростью там 20 гигабайт в секунду, он сохраняет, восстанавливает, то есть уже вот настолько неадекватно это все. Поэтому я этого не знал, вот, и потратил кучу времени. Зато теперь все прояснилось. Так вот, значит, возвращаемся к караоке. Где-то с подземелья болеет стармейкером. Вот. Аркадий Николаевич по этому поводу приходит в нерестильный восторг и возбуждается не на шутку. Вот. А я все не унимаюсь. Вот такой уголочек очень удобный, обратите внимание, очень удобный. Но временами он лишний. Вот, временами удобнее просто напрямую вот так вот подключить. Но вот это вот 90 градусов, это буква Г. Это ох-охо, какая
Полезная фишка. Вот наконец-то я Сингареллу записал, и записал ее удачно. Вот. Ну, правда, неизвестно наперед, как Аркадий Николаевич отреагирует. Аркадий Николаевич — это же мой наставник, вот, и это я открываю секреты. Это секрет, конечно, кому надо, для тех, кому это интересно, да? А может быть и не секрет. Но для нас это интересно. Аркадий Николаевич приходит, конечно, в негодование. Болел этим делом. Он просто не понимает, собственно, природу этого явления. Что это вообще? О чем это? Караоке — это не о том, чтобы вот на вас или монитор камера должна смотреть. Так на меня должна смотреть. На меня не показывает. Показывает черти что. Я просто не заметил этого. Спасибо за сигнал. А тут вот я в этом в ОБС. Вот сейчас вот буду я. Все, я понял. Сейчас буду я. Надеюсь на то, что сейчас все переключится. Сейчас мы появимся на экранах ваших телевизионных приемников. Кто-то мне тут что-то написал. Ага. Hi guys. Awesome day. Еще должно все появиться. Все должно появиться. Видео Capture стоит на первом месте. Сейчас появится, обновится. Как это все... Надо посмотреть умный видос, как правильно, грамотно оперировать в этой программе OBS. Вот, все появилось как надо. Там задержка просто еще большая. Все, я включил. И снова здравствуйте. Так вот, караоке. И я прям сразу, я скажу за себя, что я сразу на этот крючок подсел. Мне дико это все безумно понравилось. Особенно, когда я распробовал дуэты. Вот. Ладно, там прикольно там что-то петь самому. Это уже. Здесь вот именно в чем уникально предложение этого приложения, да? Попробуйте помузицировать дома и что-нибудь так вот под минусовку записать. Так сразу начинается, как работать мысль. Так, это какую-то надо программу для сведения. Все, приплыли. Болото началось, темный лес, потому что там не 3 сосны, там 33 сосны. Там уже, а тут буквально вот так. Нажми на кнопку, получишь результат. Все, скачал, вот сюда нажал, вот сюда вот так нажал. Все, минусовка пошла, текст пошел. Тут вот, максимум там можешь даже ничего не двигать, ничего не балансировать. Вообще вот просто тупо нажимаешь, 3 кнопки нажал, получил результат. Ты слышишь себя и как ты пел вместо певца, вместо исполнителя. То есть в этом есть гениальный момент. Они умудрились обеспечить какой-то баланс простоты и в то же время приемлемого качества. И вот Аркадий Николаевич очень сильно так вот в своем перфекционизме критикует, что это совсем не то. Да, конечно же, это не то. Но это все равно, что сказать, так, старик, у тебя же винтовка-то не настоящая, у тебя же вот этот вот лазер, он не настоящий, это всего лишь, это симуляция, это игрушка. Как бы подойти к ребенку, который в песочнице говорит вот так вот. Слушай, малыш, это у тебя не настоящая машина. Это машинка у тебя пластмассовая игрушка. Что он ответит? Он вообще не поймет, о чем речь идет. Конечно, игрушка. И он сидит в песочнице этой игрушкой, он играет, жужжит за ней, она у него очень прекрасно работает. Также и это игрушка для старичков и старушек. И мы отрываемся по полной. И залипательность, эта тема, я ее
сопоставлю, ну, например, я когда залип в начале, вот конец 22-го, начало 23-го, я бухать бросил. Просто перестал бухать. С 2 января до 23 августа вот просто вот 0, 0, 0 на массу. Вот просто вот 0, 0 и 0. Абсолютно. Я, конечно, еще тогда был вовлечен в такие мероприятия, которые были очень тяжело совместимы с алкоголизмом. Но, надо отметить, что вот я лично на своем опыте отмечаю, как алкоголик со стажем, отмечаю, что эта вот вещь идет на уровне. Вот так вот. Потому что такой получаешь оттуда фидбэк, массу приколов. Ну, так же точно, как люди болеют футболом, там, теннисом люди болеют, шахматами люди болеют. Очень серьезная тема, между прочим, шахматы. Шашки, шахматы, лото, домино и карты не заменят ни за что на Кавказе нарды. Вот, нарды, то же самое, шиш-бэш. Вот. Но здесь не просто вот какой-то голый азарт. Тут у тебя, ты волей-неволей вовлекаешься в процесс. Во-первых, не просто ля-ля тополя, там открыл рот, а ворона каркнула во все воронье горло, сыр выпал, с ним была плутовка такова. Алкоголик, ну конечно, со стажем. А как? Так жизнь прошла под знак, под углом 40 градусов. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Как все... Ну, как бы... А как иначе-то? Как иначе? Ну, кто-то... Люди просто делятся на две категории. Кто-то признается в этом честно, а кто-то не признается. Значит, тут очень жестко бухает, где-то прячется. Вот так вот. Это алкоголя было очень много в моей жизни. Очень, прям и очень много. Могло быть и больше. Но. Ну, допустим, вот сейчас если бы мне предложили, допустим, давай дернем, ну, я бы отказался. Потому что есть такие моменты, есть такие дела, есть такие темы, которые сейчас несовместимы. Допустим, вот как отличить алкоголика. Вот человек, который просто хотя бы один раз употреблял, он уже алкоголик. Все. Это биохимия. От этого никуда не денешься. В подкорке уже отложена информация о том, что есть вкусняшка суперкалорийная, которая не требует никакого труда для переваривания. Она есть чистая энергия, моментально всасывается во всех, как только коснулась слизистой. Все, она моментально всасывается, и это кайф. И там остается эта информация. Поэтому всегда будет подспудное отношение такое, что это вкусняшка, это какой-то прикол, это какая-то ценная фишка, сверхценная. Поэтому сказать, что там вот... Я вообще считаю, что это нормально все, потому что все в этой жизни, что человек попробовал, ему рано или поздно хочется к этому вернуться и попробовать еще раз. Вот. Съел какую-то вкусняшку, там, картошку, банан съел, например, да? Банан тоже дает много энергии и требует очень мало усилий на переваривание. То же самое. У меня уже к этому такое сформировалось, в силу возраста, понимаете, большинство людей живет в парадигме вечности, вот они бессмертные,
как бы вот вы не пытались даже поспорить со мной, но это факт. А что такое у нас вот это дедушка-чудище? OBS студия отключилась, реконнектинг. Конечно, ну понятное дело. Понятное дело. Все, реконнекшн, окей. Трансляция должна быть восстановлена. Ну, алкоголь это... Вы что, никогда не пробовали алкоголь? Алкоголь это все. Это так же точно, как никотин. Он моментально встраивается в обменные цепочки. Забыть уже невозможно эту информацию. Вот как это было хорошо. Всю жизнь... Ну, это вы хорошо, вы человек просвещенный, осознанный, вы вот не находитесь в такой парадигме. Ну, основная масса, скажем так, среднего арифметического, они живут вот так вот. Ну, посмотрите, Господи, бери от жизни все, ведь ты этого достойна, да, вот они так живут. Они никогда не умрут. На уже так вполне уверенном шестом десятке, вполне себе уверенном, очень иначе смотришь на факт того, что жизнь конечна. Допустим, когда в 25 там, лет или еще раньше, сама мысль о смерти, она шокировала, парализовала, ничего не хотелось ни думать, ни делать. Это был какой-то тихий ужас. Просто вот ступор какой-то, вот что. Я могу долго говорить на эту тему и много, это нужно специальную тематику. И опять-таки это прям такая философия. Мне бы сегодня не хотелось, потому что мы залипнем 12 часов 43 минуты, мне бы хотелось пару часов хотя бы дневного сна сорвать, чтобы к вечеру более-менее быть. Я вижу вот эти вот движения головой, вот это человек, который явно сутки не спит, как вот, раз вы с сыном вы связаны, может быть, вы дежурили когда-то, без приключений и белок. Не пробовал выпить, люблю. Но вы, наверное, молодой человек. Это не в обиду вам, как наоборот, это вам большой комплимент. Вот, что я вам открываю секрет, что никаких таких неведомых далей и невиданных красот в алкогольных глубоких заныриваниях их там нет. Там страх и ненависть, и тихий ужас. Вот, шикарный фильм есть на эту тему «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Очень хорошо раскрыта тема. Так. И давайте подведем итоги. 1 час 19 минут мы в эфире. 13 было просмотров. Кто-то заходил еще кусочками, вот фрагментами довольно-таки. Но в основном вы один. Вот. Скажите, как было слышно, видно? Не было ли эхо? Я просто сейчас себя картинку-то вижу, а звук я не слышу какой. Только не видно. До этого грани людей. Я считаю, что алкоголь это очень тонкий инструмент. Вот как, допустим, ланцет, как скальпель, да, которым необходимо пользоваться грамотно. Именно тогда, когда он требуется, вот и без него не обойтись. Есть такой инструмент. Не будете, вы же не носите вот так вот скальпель, да, чтобы там в зубах поковыряться. Вот, можно и пальцем в зубах поковыряться.
Можно и вообще не ковыряться. Просто зубы почистить. Вот. И всему в этой жизни есть свое место. Вот. Есть место и для гильотины, есть место и для брачного наряда невесты. Прям в рифм говорю, да? Звук нормальный. Ну что ж, ну более-менее, мне все равно меня он не удовлетворяет. Много шипения, но это окей, окей. Вот. Будет и на нашей улице праздник. Вот, окей, сейчас какой-то звук более или менее. Это благодаря вот такому микрофону, который прямо непосредственно возле рта находится. А как можно к вам обращаться? Игнис Гел. Это какой-то персонаж, да? Это какой-то герой какого-то вселенной какой-то. Вот. Я вот такой вот неофит, полный нуб в этом всем. Вообще без понятия, откуда кто. Но это явно не из «Властелина колец». Явно не оттуда. Что прикольно, я до сих пор метроном не выключил. Очень прекрасно. Ну, как бы и спать нужно на самом деле под него. Если ты уж занимаешься этим серьезно, то это нормально. Так что я когда говорю, что я сплю с гитарой, я не шучу ни одной секунды. Это на самом деле так. Так, производное. От имени, фамилии, ник. Окей. Значит, Так, так это Так это вы донат прислали. Боже мой, боже мой, боже мой. Я теперь понял, почему такая синхронизация получилась. Я в шоке. Я в шоке. Я в шоке. Благодарю вас. Благодарю. Душевно. Вот такое вот благодарочка. Вот самая горячая, которая только может быть. Настолько в тему, настолько вот сейчас, вот оно, короче, вот так. Каждая монета на счету. Я не догадался. Вообще вы никогда не догадался. Ну да, конечно, как какой-то был момент намека, какая-то могла произойти. Ну, стыковка, да, но нет. Да, но нет. Вот так вот. Ну, Игнат. Я, короче, в очередной раз я в восторге. Вот таком вот. Вот так вот. Но все равно сегодня будем заканчивать. Час 23 минуты. Вот, окей. Уже прям окей. Вот. До следующего сеанса, до следующего эфира. Вы подписались на канал, я так понимаю, это это вы 8-й подписчик. Вот каждый подписчик на счету. Я рад каждому лайку, каждому сообщению. Вот. И пишите все, что думаете, все мысли, которые возникают. Вот, все будем обсуждать, из всего будем извлекать какой-то смысл следующего уровня. Вот так. То есть должно работать сообщество. Вот, я еще вот кое-какие мысли есть на эту тему. Я вот в следующий раз, чтобы у вас жизнь, да куда денется, да, белая полоса, она не наступит никогда, пока ты сам не, только сам ты можешь начать переступать через вот эту черту, которую ты сам себе, вот эта выученная беспомощность, ну, вымученная, здесь тоже хорошо подходит. Как только ты начинаешь себя ограничивать, вот,
Все, капец. Начинается черная полоса, ты начинаешь беднеть, нищать, и конца края этому нет, пока не дойдешь до дна. Вот. И многие доходят до дна, остаются на дне и пробивают это дно. Вот такая вот история. Так что не, я уже взлетел. Вот, я уже в эфире, вот, в канале, в шманале, вот этом всем потоке, в кредитах, бандитах, вот, и еще кое-что, как говорится. Остапа любили женщины, и он отвечал им взаимностью. Вот. Были разные всякие. И еще одна была женщина-зубной техник. Вот так. Так что есть много как моментов, которые пока не проявлены, и не будем торопиться их озвучивать. Все постепенно и последовательно. И на этой сакраментальной формулировке мы заканчиваем наш эфир, дорогие друзья. Спасибо всем, кто смотрит в записи. Запись просматривают, и причем очень много. Я удивлен даже такому количеству просмотров. Приятно удивлен. Окей, до следующих эфиров. Чао. Bye bye. And